Оккупанты заходят в Работино, ВСУ отступают под Авдеевкой, новые цифры потерь российской армии и какова судьба тела Навального. Обо всем этом поговорим детальнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Гуманные российские гауляйтеры на оккупированных территориях выгоняют людей с точки зрения отличной от эталона российской. Выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО. Потери армии оккупантов только поименные подбираются к 100 тысячам. Сколько же на самом деле? При крушении самолета А-50У над Азовским морем погиб экипаж из 10 человек. А этот экипаж очень узкие специалисты. Это люди, которых там не возьмешь на зоне, как в Storm Z, да, то есть не наймешь их. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на наш канал. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Поехали. Украинские силы обороны покинули населенный пункт Ласточкино, чтобы избежать перекрытия логистических путей и сохранения личного состава. По крайней мере, об этом пишут военнослужащие в социальных сетях. Это населенный пункт на северо-запад от Авдеевки. Официального подтверждения этой информации пока еще на момент записи видео нет. К слову, в Авдеевке оккупанты уже вовсю выдают российские паспорта выжившим жителям города. Вместе с тем, российские военкоры пишут о том, что армия оккупантов зашла в Работино. Правда, тут информация разнится. Или зашли и пытаются там укрепиться, или заняли Работино полностью. Это означает, что деоккупация Запорожской области пока откладывается. Ну а если исходить из карты, которую предоставляет сервис Deep State, то можно сказать, что российская армия перешла в наступление по многим направлениям. Гауляйтер Запорожской области в это время хвастается тем, как в свободной России поступают с несогласными людьми. Выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться, придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому лучше пускай едут к себе в Бандерштат и уезжают туда, и там строят свой гей-мир. Россия потеряла за 2 года силы, которые накопила для начала вторжения. Об этом пишет британская разведка. Но вместе с тем, сейчас российских войск в Украине больше, чем в начале войны. И они способны поддерживать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил. А украинский генштаб подтверждает, что оккупантов на территории Украины около 470 тысяч. При условии, что в самом начале широкомасштабного вторжения их было чуть больше 180 тысяч. За 2 года конфликта российские потери совпадают, а во многих случаях и превосходят те, что составляли ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Число убитых и раненых в России, вероятно, составляет около 350 тысяч. А «Медуза» совместно с «Медиазоной» насчитали 75 тысяч российских военных, ликвидированных на войне в Украине с февраля 2022 года. Расчеты производились на базе данных реестра наследственных дел, статистики Росстата и поименного списка погибших военнослужащих. А это значит, что на самом деле их количество в разы больше. Количество раненых и выведенных из строя по статистике, опять же, нужно умножать на 3. И тут, с одной стороны, мы видим, как Россия уже училась обходить некоторые санкции и все-таки перевооружается или вооружается, продолжает все-таки это делать. Мы видим на примере того же Ирана или Северной Кореи, что санкции как таковые достаточно не работают. То есть странность тоталитарных режимов, грубо говоря, хоть и страдают от санкций, но это никаким образом не останавливает их, чтобы их экономики не работали именно на вооружении. И другой аспект, то есть для той же России положить своих граждан там условно в составе русской армии там или 500 тысяч, или там 2 миллиона особо там
как-то вообще не проблема. Россия должна быть сегментирована. То есть это означает, что это работа не только уже украинских вооруженных сил, не только украинских спецслужб, а еще спецслужб Запада с тем, чтобы развивать вот эти вот обстоятельства, которые смогут создать в России смуту и создать все, как мы это называем, все обстоятельства, которые приведут, как это в России принято, к дворцовым переворотам. Это очень главный момент, потому что дальше, уже имея контакты или перевербованных лидеров, или, там, скажем, элиты, которые представляют себя вот как в руководстве там в Кремле, также и региональных элит, можно, в принципе, создать новый проект. Вот это не новая Россия, а там, условно, часть России и часть других государств, которые могут между собой там объединяться в конфедерацию или быть под протекторатом других, условно, стран. И посмотреть, вот просто даже вот рассчитать вот экономическую карту, экологическую, экономическую, как эти регионы смогут развиваться и смогут развиваться хорошо, без влияния Москвы. Вместе с тем, в информационном плане потери россиян не такие большие. Глава украинской разведки в интервью The Telegraph говорит о том, как Россия разрабатывает план по остановке западной помощи для Украины. Нам четко известно, что планы по дестабилизации ситуации и по срыву систем снабжения западных вооружений разработаны. Они существуют. Определенные элементы именно из-за агентурной работы нам известны. Они планируют, это нормально. Разрабатывают. Что закончится быстрее, российская армия при таких больших потерях или международная помощь? Об этом мы спросили у эксперта. На что рассчитывает Россия? Она рассчитывает в том числе на что им удастся привести к власти в каждой стране по отдельности или создать там мощную оппозицию, скажем так, которая будет более лояльна к России. То есть мы это видим, мы видим, как активизировались отдельные политические группы в тех или других странах. И мы даже видим в той же Польше, да, как, например, политическая партия, вот эта конфедерация, да, то есть вот, которая в принципе является пророссийской откровенно. И вот насколько она сегодня активничает. В том числе мы можем видеть и в серии других стран. И учитывая выборы в Европарламент, то есть расчет в России есть, является очевидным. Теперь если мы говорим о поддержке Запада, тут ее тоже нужно разделить на несколько частей. С одной стороны, мы ее получаем сейчас уже больше, чем мы получали в начале широкомасштабной фазы десятилетней войны. Вот очень главное понимать и доносить обществу во все страны мира, что война в Украине длится уже 10 лет. Потому что очень ошибочно считать, что Россия вот напала на Украину 24 февраля 2022 года. Мне кажется, корректнее все-таки взять за основу ту медаль, которую Россия вывела 21, по-моему, февраля 2014 года за возвращение Крыма. Вот как раз с этого момента просто нужно вот этот период отсчитывать и потом взять еще историческую модель, вот, именно для Запада, посмотреть, как себя вела Россия по отношению к Грузии или других стран, той же Чечни. И на Западе должны сделать вывод, что каждый раз, когда Запад перестает поддерживать ту или иную страну, Россия потом открывает линию огня или линию горячих точек с более интенсивностью и более жестокостью. Поэтому очень надеемся на то, что поддержка Запада будет более серьезной. Польские активисты высыпали кучу навоза перед домом российского посла в Варшаве. Гора в 2 тонны была увенчана российским окровавленным флагом с буквой «Z», с табличкой, на которой написано, что Россию в ЕС, как и то, что под табличкой, видеть не хотят. Мы хотели четкого сигнала польским властям и Европейскому Союзу. Пора выслать российских дипломатов из нашей страны. Польша действительно не выслала российских дипломатов, как это сделали, например, страны Балтии. Возле других зданий, где проживают российские дипломаты, поляки включали сирены, звуки выстрелов и взрывов. Другие протестные поляки на границе с Украиной в пункте пропуска Зосин-Устюлук на время приостановили протесты из-за годовщины начала широкомасштабного российского вторжения. Но возобновят блокировку, когда пройдут сутки.
При крушении российского самолета дальней разведки А-50У, скорее всего, погибли около 10 российских военных. Среди них 5 майоров, 3 капитана, прапорщик и лейтенант. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на свои источники. Российский телеграм-канал, который связывают с силовиками ВЧК ОГПУ, подтверждает информацию о 10 погибших. О жертвах от падения на земле не упоминают, но россияне через социальные медиа стараются продвигать мысль о том, что самолет сбили свои же, а не украинская система противовоздушной обороны С-200. Он видит пуски тактических ракет, он видит пуски, старты самолетов, он видит ситуацию на земле. Он все это отслеживает, люди на борту суммируют, передают соответствующую информацию, осуществляет целеуказания. И таким образом у врага появляется ситуационная осведомленность о всем, что происходит и что делают вооруженные силы в зоне обнаружения, в зоне действия радара этого самолета. Вот в чем заключается его важность. И то, что его сбили, это очень серьезная потеря. И плюс был уничтожен экипаж. То есть он не спасся. А этот экипаж очень узкие специалисты. Это люди, которых там не возьмешь на зоне, как Шторм Z, да, то есть не наймешь их. Действительно, второй подобный самолет за месяц, кто бы его ни сбил, это очень сильный удар, к тому же еще и по репутации российской армии. Тело Алексея Навального передали матери, об этом сообщает его пресс-служба. Обещают сообщать информацию по мере ее поступления. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. До этого сотрудники правоохранительных органов шантажировали мать Алексея Навального и не собирались выдавать тело. Будем следить за ситуацией тут, все рассказываем сразу вам. Следите за нашим телеграм в том числе, там информация обновляется оперативнее. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы и будете в курсе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно для того, чтобы нас становилось больше. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.